Друзья мои, привет! С вами Фавионыч. И сегодня будет короткое видео. Насколько оно будет коротким, зависит от вас. Если вы, конечно, подпишетесь и будете смотреть, оно будет длиннее. Я буду рассказывать про сервис Flickr, но почему я это записал видео? Потому что за те годы, которые прошли с момента, когда я пользовался этой соцсетью, хранилищем, и вообще, что это такое, да, в новом мире, и как в 21 веке, в 21 году Flickr поменяется, ну и, собственно говоря, с чего все начиналось. Для чего он нужен, в первую очередь, для чего нужен этот сервис и для чего он точно не нужен. Я поговорю об этом и расскажу. Я решил записать опять видео. Почему? Потому что множество людей, которым я показывал Flickr, и они потом делали страницу свою, совершали множество ошибок. А эти же ошибки повторял и я, в том числе, и другие люди. Но почему это происходило? Потому что от непонимания вообще, для чего это нужно. И многие разочаровывались в этом сервисе, а многие, наоборот, вдохновленные шли дальше и достигали каких-то успехов, каких-то вершин. Flickr я буду показывать с экрана моего iPad. Тем не менее, и в программе существует версия для iOS или Android. С Android, кстати, очень популярная по просмотрам. И вторая версия — это классическая, которая для компьютера. Я буду показывать это на iPad. С чего мы начнем? В первую очередь, для чего он нужен? Для чего нужен этот сервис? Нужен, конечно, для фотографов. Для фотографий, для начинающих фотографов, для их развития, для того, чтобы определить свой стиль, кто еще его не обрел, для того, чтобы приобрести опыт, кто хочет заниматься фотографией, для того, чтобы получить какие-то знания, если вы интересуетесь. Да? Например, многие писали, вот как новый объектив вышел, а как бы посмотреть, что вообще он может, ищут на каких-то форумах. Но в результате все это гораздо проще, потому что если вы хотите найти фотографии конкретной, даже какого-то инструмента, вы можете вбить это прямо во Flickr, забить сюда, там, не знаю, там, Sigma, ну, например, да, FP. Ну и дальше выбрать, например, фотографии. Вы получите изображение как самого инструмента, так и фотографий, которые сделаны этой замечательной камерой. И можете посмотреть, кто это сделал, какие условия съемки, что, собственно говоря, какой объектив стоял, какие показатели, да, выдержка, диафрагма, чувствительность, полный эксхиф можете открыть, посмотреть, вплоть до того, что если указано на карте, вы можете увидеть даже, где это было сделано. Поэтому, когда вы пользуетесь Flickr, не забывайте, что это огромное хранилище. И на данный момент 1000 фотографий вы можете разместить бесплатно. Если вы хотите разместить большее количество, соответственно, есть подписка, так называемая Pro-версия, которой я рекомендую пользоваться тем, кто уже опытный. Ну а для начинающих мы вкратце перейдем, собственно говоря, к тому, для чего он не нужен точно. Во времена, когда начинался сервис, это был достаточно такой популярный, один из первых сервисов, но он видоизменялся со временем, как любая соцсеть, в которую превратился Flickr на данный момент, да, в первую очередь это соцсеть. И вот то, что вы сейчас видите, это лицо Flickr, можно сказать, каждый день. Каждый день фотографов со всего мира, любители, профессионалы, отбираются лучшие 500 фотографий со всего света, и они попадают в ленту Explore, которая так и называется Explore, открытие. И, соответственно, верхние строчки, вот эти верхние строчки, вы можете посмотреть по количеству просмотров, по количеству лайков, что вообще это по себя представляет. Ну вот сегодня, например, есть описание этой фотографии, да, что это такое. Ну и вы видите, что на данный момент на 12 часов дня, а обновление идет с 7 часов утра по российскому времени, да, ну 12 ночи в Америке. 20 тысяч человек посмотрело, 640 отметили и 69 комментариев. Это достаточно много. Это верхнее. Плюс указано, где это сделано. Вы видите карту Соединенное Королевство Англии, да. Вы видите характеристики. И кому интересны технические данные, это сделано Nikon, например, 850, да, на диафрагме 11 закрыто. Фокусное расстояние 20 мм широкоугольное, длинная выдержка 211 секунд, это long exposure, так называемая, чувствительность 64, ну и все остальное. Ну и дальше, собственно говоря, первый комментарий
Лариса Выговорова, поздравляю. Ну и дальше вы увидите огромное количество людей, которые пишут. Это еще на самом деле начало, потому что к вечеру вы увидите, что эта фотография, если вы посмотрите, зайдете, ну, наверняка увидите, что она будет уже не 20 тысяч наберет, а сегодня воскресенье, я думаю, что под 100 тысяч. Значит, для чего не нужен? Не нужен для хранения видео. Хотя видео возможно сохранять, и я смотрел в русскоязычной версии, если в поиске набрать, то многие блогеры, которые, наверное, не до конца понимают, рекомендуют использовать для хранения YouTube роликов, для хранения каких-то видео своих, да. Но я вам объясню, Flickr это машина. Это умная машина, которая отбирает, и фотографии, которые в Explorer, они тоже одобраны машиной. Дальше уже люди комментируют и что-то пишут. Но изначально она отбирает машина. Поэтому если она видит, что на вашем аккаунте нет активности, вы не комментируете, вы не участвуете в группах, не участвуете в процессе вообще самого искусства фотографии, то Flickr будет вас класть на плинтус, как я говорю, да, и не поднимать. Соответственно, вы будете находиться в самом низу, никто вас не узнает, никто вас не увидит. И были случаи, несколько лет назад люди писали на форумах, что мой аккаунт удален. И тоже возмущались, как так, удален, там что там, множество фотографий. Но потом, когда начали разбираться, оказалось, что письма от Flickr приходили, что аккаунт пустой, не мертвый и ничего не происходит. То есть включено автоматическое сохранение фотографий, а в настройках Flickr вы это можете сделать, что фотографии с любого хостинга, они будут автоматически сохраняться в вашей ленте Flickr. И будет использоваться просто как тупо хранилище. Вы просто сохраняете все подряд, все, что вы снимаете, хорошее, плохое, ничего не комментируете, никакой жизни во Flickr не осуществляете своего времени. А зачем такой пользователь нужен самому Flickr? И Flickr изначально предлагает вам поучаствовать в этом, а потом дальше, если вы там годами не отвечаете, конечно, он аккаунт удалит. Поэтому для чего не нужен? Вот как раз для таких людей, которые просто хотят сохранить какие-то массивы информации. Документов, я не знаю, каких-нибудь там рисунков, каких-то там непонятных данных. То есть для этого точно не нужен Flickr. Для вам он не нужен. Дальше. Компьютерная анимация. Много лет назад и год назад процент компьютерных вот этих второй реальности, это был огромный. И он дошел до такого края, когда, открывая даже ленту Explorer, мы могли видеть до 30% вот этих компьютерных график. Flickr пошел на изменения политик, насколько я понимаю. И сейчас, если мы пролистаем ленту Explorer, то за последние несколько недель, месяцев, я могу сказать, что я не обнаружил вообще в ленте Flickr вот этих компьютерных изображений. Их стало намного меньше, и это даже не 10% и даже не 5%. Я думаю, что меньше 1%. Вполне вероятно, что где-то можно найти, и в ленте Explorer, и в поиске, если вбить вторую реальность, кто-то находит. Но Flickr не продвигает теперь эти изображения. Вот, поэтому, если вы хотите заниматься вот этой так называемой второй реальностью, компьютерные какие-то анимации, Flickr, скорее всего, не для вас. Для чего еще не пригоден Flickr? Реклама товаров, да? Ну, я, скажем так, имею в виду, что есть люди, которые по всему миру, которые знают, что этот хостинг с огромным посещением людей, это очень популярный хостинг и один из, ну, как бы я считаю, номер один для фотографов. И они используют для продвижения каких-то своих, ну, вот, кстати, пролистали, видите, сегодня нашли. Вот такую фотографию нашел я. Вот о чем я говорил, да. То есть это вот компьютерная графика, пользователь, ну, 4 комментария получил при 2000 просмотров, он сегодня получил ее. Ну, понятно, что будут какие-то комментарии, кто-то поздравляет, кто-то что. Ну, можно зайти и посмотреть описание аккаунта, что это вообще такое. Ну, для кого-то, может быть, это интересно, для меня, как фотографа, это абсолютно не представляет никакого интереса. Надеюсь, для людей, которые смотрят мой канал, тоже. Несмотря на то, что искусственный интеллект, машинное обучение, все это здорово, все хорошо, но вы видите процент таких фотографий, да. Значит, я сейчас перешел на тренды. Для тех людей, которые хотят вообще начать Flickr. С чего начать?
На главной странице вы можете открыть и посмотреть. Ну вот в разделе, например, о себе, да. Посмотрите мои видео, я рассказываю, как сделать страницу, какие особенности продвижения, зачем нужны теги, геотеги, что нужно писать в описании. У меня множество видео записано, да, лицевая страница. Но вот я не менял ее уже много лет, вот эти фотографии, которые я выбрал в качестве основных. Если пользователь заходит с компьютера, он может посмотреть обо мне. Кто я вообще? Я в качестве сайта указал здесь YouTube канал мой, который вы смотрите. Соответственно, Instagram мой есть. Ну и вот хранилище. Смотрите данные по хранилищу. 4,7 миллиона просмотров. Скоро будет 5, я надеюсь, за 2 года. Почти 5000 тегов, 7 тысяч геотегов, 64 тысячи лайков, ну и 350 групп. Автоматически сама система, она сортировывает, вы можете выбрать каким образом, когда человек заходит и видит, да, вот, например, те, которые комментированы, отмеченные фотографии, да, ну, здесь вы видите мои фотографии, которые в большинстве сделаны в монотоне, это есть. Есть отзывы людей, с которыми я контактирую, которые постоянные мои подписчики, я тоже их слежу. Ну, вот, например, Эрик Джендрау, я про него говорил, это Франция, насколько я помню. Он занимается тем, что делает только фотографии воды, волн. Уникальный совершенно человек, у него большое количество подписчиков. И каждый день, в течение многих лет он занимается тем, что снимает волны. В статике, в динамике. У него есть, конечно, и видео, но, видите, в последнее время даже можно посмотреть, что видео гораздо меньше стало, чем фото. Он это прекрасно понимает. Еще один человек, которого я хочу отметить, Ненад Сузневич. Очень интересный фотограф. Одновременно мы с ним начинали во Фликере свою деятельность. Снимает он в основном на пленку, хотя он снимает в том числе и D90 Никоном. Ну вот я покажу. Это ролифлексом